Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Как вы думаете, кто самый опасный хищник в мире? Гепард, медведь или, может, крокодил? Нет, самый кровожадный хищник – это человек. Желание получить кругленькую сумму и полакомиться деликатесным мясом, загрязнение окружающей среды и разрушение естественной среды обитания привели к необратимым последствиям. По данным Всемирного фонда дикой природы, с лица Земли ежегодно исчезает около 10 тысяч видов, и по 3 из них вымирает каждый час. Более 90% случаев вымирания животных являются следствием человеческой деятельности. Эти цифры не точны, но статистика ужасает. В этом ролике вы увидите наземных и водных зверей, которых больше нет. Некоторые из них исчезли уже давно, другие — несколько лет назад. Каждого из них пытались спасти, но, к сожалению, слишком поздно. Так что заваривайте чай и давайте знакомиться с теми, кого мы никогда не увидим вживую. Квагга. Более чем 150 лет назад на Земле существовали квагги – дикие лошади из подвида бурчеловой зебры. Они жили на территории Южной Африки, Ботсваны и Намибии. Квагги достигали в длину до 2,5 метров. Они имели коричнево-желтый мех и белые полосы на голове, шее и груди. По мере того, как животные становились старше, полосы на их теле исчезали, оставляя только белую окраску на ногах и животе. Квагги питались в основном травой и листьями. Они обитали в открытых пространствах, таких как саванные степи, где могли свободно пастись и бегать. На вопрос, почему квагги вымерли, есть один очевидный ответ. Люди охотились на них из-за прочной шкуры и мяса, а также систематически уничтожали их естественную среду обитания. Последняя дикая особь умерла в Амстердамском зоопарке в 1878 году. В настоящее время есть проект по восстановлению квагги, который основан на генетических исследованиях останков этих непарнокопытных. Однако пока что этот эксперимент не привел к положительным результатам. Маврикийский дронт или додо. Эта нелетающая птица исчезла с нашей планеты еще в далеком 17 веке. Она обитала в лесах и на равнинах острова Маврикий посреди Индийского океана. Додо был крупной птицей с короткими крыльями и ногами, толстым телом и большой головой. Взрослые особи достигали высоты около метра и весили около 20-23 килограммов. Они имели серовато-бурое оперение, крючковатый клюв и маленькие крылья. Додо питался фруктами, семенами и корнями. Так что же с додо случилось, спросите вы? Дело в том, что европейские колонизаторы, прибывшие на Маврикий в начале 17 века, привезли с собой крыс, кошек, свиней, которые стали поедать яйца и молодых додо. Кроме того, эти птицы никого не боялись, медленно бегали и не умели летать, поэтому становились легкой добычей для голодных моряков. По некоторым данным, последний дронт погиб на острове в 1681 году. Сегодня останки этих птиц хранятся в музеях по всему миру. Сумчатый волк или телоцин. Это один из самых громких примеров животных, которых сгубил человек. Сумчатый волк был эндемичным видом острова Тасмания. Он был последним представителем семейства телоцин, дожившим до исторической эпохи. Тасманийский волк внешне напоминал среднюю собаку с длиной тела около 1 метра и весом до 30 килограммов. Он имел короткую шерсть коричневого цвета и длинный хвост, похожий на хвост кенгуру. Эти волки были ночными животными и обычно охотились на средних и крупных позвоночных, птиц, ящериц, других сумчатых и на домашний скот. Но даже такой опасный хищник, как телоцин, проиграл в войне с человеком. Местные жители посчитали сумчатых волков угрозой для фермерских хозяйств. Поэтому в середине 19 века на них развернулась настоящая охота. Правительство поощряло такие действия и за каждую убитую особь выдавало фермерам премии. Это привело к истреблению практически всей популяции. Последний волк по имени Бенджамин умер в зоопарке Хобарт в 1936 году. Стиллерова или морская корова. К исчезновению этих крупных морских млекопитающих также приложил руку человек. Ради мяса, кожи и жира их безжалостно убивали, пока не истребили до последней особи. Но давайте обо всем по порядку. Стиллеровы коровы были открыты в 1741 году. Они обитали на северо-западе Тихого океана, на Алеутских, Курильских и Командорских островах, а также на побережьях Аляски и Калифорнии.
Животные достигали длины до 8 метров и веса около 4 тонн. Морские коровы имели грубую темно-коричневую кожу, маленькую голову по сравнению с большим туловищем и толстый слой подкожного жира. Они питались водорослями на мелководье. Ради пищи могли погружаться на глубину до 30 метров. До прихода европейцев их популяция насчитывала несколько десятков тысяч особей. На протяжении 27 лет после открытия этот вид полностью исчез. По одной из версий, последняя морская корова погибла в 1769 году. При помощи ДНК ученые могут возродить этот вид путем клонирования, но пока этот вопрос остается открытым. Бескрылая гагарка. Эту нелетающую птицу вы также никогда не увидите вживую. Бескрылые гагарки вымерли в середине 19 века. Главной причиной сокращения их численности стали люди. Они убивали птиц ради пуха, мяса, яиц и необычных перьев, которыми украшали шляпы. Последняя пара была уничтожена исландскими рыбаками в 1844 году, а последний представитель вида в окрестностях Ньюфаундленда в 1852 году. Внешне гагарки напоминали пингвинов. Они были крупными птицами и имели около 80 сантиметров длины, 5 килограммов веса и короткие 15-сантиметровые крылья. У них была черная спина, белое брюхо, маленькая голова и большой изогнутый клюв. Перепонки на коротких лапах помогали гагаркам плавать и нырять под водой. Они обитали в северных водах Атлантического океана и только в период размножения выходили на сушу. Основу рациона птиц составляла мелкая океаническая рыба и другие позвоночные. В настоящее время от бескрылых гагарок осталось лишь 8 десятков шкур и скелетов, хранящихся в разных музеях мира. Абингдонская слоновая черепаха. Этот вид пресмыкающихся встречался исключительно на необитаемом острове Пинта Галапагосского архипелага. Абингдонская слоновая черепаха выделялась среди своих сородичей огромными размерами. Длина тела взрослых особей составляла 1,8 метра, а вес около 300 килограмм. Жизнь больших, медлительных и неповоротливых черепах оказалась под угрозой, когда на остров вступила нога человека. Деликатесное мясо и ценный панцирь побуждали браконьеров убивать этих животных. Последний представитель этого вида был найден в 1970-х годах. Ученые дали ему имя «Одинокий Джордж» и надеялись, что он спасет популяцию. Но после скрещивания с генетически похожей самкой зародыши в яйцах оказались нежизнеспособными. А сам Джордж умер в 2012 году в возрасте около 100 лет, так и не оставив потомства. Поэтому сегодня познакомиться с абингдонской слоновой черепахой мы можем только по фото, видео и описанию. Китайский веслонос. Следующей в нашем списке идет крупнейшая речная рыба, которая стала жертвой рыболовного промысла. Китайский веслонос обитал в пресных водах реки Янцзы. Его длина была в среднем 3 метра, а вес 300 килограммов. Рыба имела вытянутое тело практически без чешуи и длинный рострум с 2 короткими усиками. Необычные челюсти с виду напоминали весло и занимали примерно 1/3 часть общей длины рыбы. Вытянутый рот с мелкими зубами веслонос использовал для вылавливания из воды пищи, рыб и ракообразных. По мнению ученых, этот вид исчез в период с 2005 по 2010 год, но в последний раз его представителя видели в 2003. Причиной вымирания стала деятельность человека. Рыболовля, строение плотин, работа ГЭС и впоследствии изменения водного режима стали для веслоноса фатальными. В 2022 году Международный союз охраны природы официально перенес китайского веслоноса в категорию вымерших животных. Западный черный носорог. Как вы уже догадались, огромный и могучий черный носорог также не смог устоять перед человеком, самым страшным из чудовищ. Животное достигало 3 метров в длину и имело около 2 тонн веса. У него была темная кожа и большой 50-сантиметровый передний рог. Черные носороги обитали в западноафриканских саваннах и питались мелкой растительностью. Браконьеры беспощадно истребляли животных за их уникальные рога, которые считались лечебными и продавались на черном рынке
рынке за высокую цену. Кроме того, на мясе и шкуре можно было неплохо заработать. Это привело к тому, что в начале 20 века на Земле осталось лишь несколько представителей этого подвида. Ученые всеми силами пытались сохранить популяцию животных, но начиная с 2006 года не было обнаружено ни одной живой особи. Так, черный носорог считается официально вымершим с 2011 года. Букардо. Еще сравнительно недавно в горах Испании мы могли встретить такого стройного красавца, но сегодня это уже невозможно. Букардо был подвидом пиренейского козла. Он обитал на Пиренейском полуострове в скалистой горной местности на высоте до 3000 метров над уровнем моря. У букардо была густая коричневая шерсть, а голову украшали большие изогнутые рога. В середине 20 века популяция букардо существенно сократилась. Виной тому, конечно же, был человек. Горные козлы были легкой добычей, и люди бесконтрольно на них охотились. Также на выживании этого вида негативно сказалось разрушение привычной среды обитания и межвидовая конкуренция за пищу с домашним скотом. В 1999 году в живых осталась единственная самка букардо по имени Селия. Ученые взяли у нее образцы ДНК и отпустили на волю. В 2000 году Селия погибла, ее придавило деревом. Сегодня биологи пытаются воскресить букардо при помощи клонирования, но пока безуспешно. Оранжевая жаба. Чуть больше 30 лет назад в тропических лесах Коста-Рики водилась оранжевая, словно позолоченная жаба. Довольно редкие и необычные существа обитали недалеко от города Монтеверде, на одной горной гряде площадью в несколько километров. Самцы были окрашены в золотистый цвет. Самки были крупнее самцов, и их тело украшал узор из желтых, оранжевых и бурых пятен. Этот вид впервые был описан в 1966 году, но уже в 1989 его признали вымершим. За год до полного исчезновения ученые нашли десяток оранжевых жаб, но они не могли воспроизводить потомство. Довольно странно, не правда ли? По мнению ученых, есть несколько причин вымирания этого вида жаб. Подходящий для этих земноводных температурный режим и уровень влажности был нарушен деятельностью человека. Вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, аномальная засуха погубили оранжевых жаб. Также существует предположение, что пагубное влияние на земноводных оказала эпидемия грибковой инфекции и увеличение ультрафиолетового излучения. Это была десятка животных, к исчезновению которых прямо или косвенно приложил руку человек. Возможно, в ближайшем будущем ученым удастся возродить исчезнувшие виды, и мы сможем своими глазами увидеть этих уникальных существ. А пока делитесь своим мнением, есть ли у нас шанс остановить массовое истребление отдельных видов? Какие, по-вашему, способы борьбы с вымиранием животных самые эффективные? Делитесь с нами в комментариях.